Здравствуйте, мои дорогие подписчики. У меня сегодня будет еще сотня мыла. 4-я часть. Кто не смотрел, посмотрите 1-ю, 2-ю, 3-ю часть. Будем пересматривать каждую часть по 100 штук мыла. Все, что у меня есть в коллекции. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь на мой канал. Спасибо вам за положительные комментарии, за то, что смотрите мой канал. Это для меня большая поддержка. И мы начинаем. Есть вот такие эконом-пакеты Мекса. У меня его, кстати, много. Я даже не знаю, будут еще. Это когда у нас был магазинчик свой. У меня осталось с него мыло. Мы закрыли его. И вот так, чтобы не выбрасывать, оно старенькое, но все равно я его использую. Мыло я не люблю выбрасывать. Еще один пакет. Здесь по 5 штук. Немножко шумлю, извиняйте. Дав с огурцом. Люблю я мыло Дава, он мне не сушит кожу, потому что у меня жирная кожа. Отаджи 100 грамм. Вот такой беленький, простой кусочек. Нет никаких надписей. Это косметическое мыло с органовым маслом. Наверное, надо как-то направить мне так камеру, чтобы было хорошо видно. Еще одно мыло. Я не знаю сейчас, как это перевести. Будем смотреть в мыльницах. Оливковое мыло. Натуральное оливковое мыло. И еще что-то есть внутри. Какой-то листочек нарисован, но... Сыло. Что такое сыло? Сейчас не скажу. Тоже такие простые кусочки. Беленькие, ничего особенного. У меня уже стол наполнен, ложить даже некуда. Не знаю, поместится ли все, что у меня есть. Это мыло с абрикосом Джемили Фенде. Здесь 130 грамм. Смотрим. Тоже простой такой кусочек. Натуральное мыло. Ну, не очень пахнет абрикосом, но есть, конечно, запах. Вот такой Лолис. Детский. Здесь, наверное, 100 грамм. Да, 100 грамм. Я его уже, оказывается, открывала. Беленький кусочек. Запах у него кремовый. Так, беру все в подряд, что мне попадается под руку. Так, это Океанус. Океан 150 грамм. Такое квадратненькое мыло. Мадам Бьюти. Приятно пахнет. Свежестью. Декс номер 1. Оно запечатанное. Но я уже его пробовала. Мне очень понравилось. Хорошее мыло. Комели. Оливковое детское мыло. Давайте еще раз посмотрим. Вот такой обычный кусочек комели. Ну, нормальный запах. Не сказала бы, что там обалденный. Детское мыло. Так, это у нас мыло с кокосом Мадам Бьюти. Тоже вот такое светло-коричневое. Baby Dream. Тоже мыло с Россмана. Магазин Россман. 100 грамм.
с жожоба, с маслом жожоба и ромашка. Извиняюсь, если я не могу что-то сказать. Просто два языка у меня путаются, и турецкий, и русский уже. Тоже приятный запах, но не сильный. У детского мыла нет сильного запаха. Нормальный кремовый запах. Вот еще Дав. Дава у меня будет много. Тоже огуречная. Очень нравится, приятный запах. Когда найдем, наконец-то, если открытое, то вам покажу. Вот такой Декс. Они продавались открытыми, это мыло. Без упаковки. Здесь большой кусочек, наверное, грамм 200. Пахнет просто натуральным мылом. Никакого другого запаха нету. Еще нашла один Мекс с розой. Мимоза, Лейси Вайкики. Ну, это все мыло, у меня его тоже много, оно все беленькое. Вот такое маленькое, здесь 50 грамм. Так, Эйван 90 грамм, тоже старенькое у меня мыло. Даже не видно какой год, по-моему. Здесь немножко стерлось, по-моему, 12-й год. Johnson's Baby. Беленькое обыкновенное мыло. Тоже мне нравится. Маленьких детей у меня нет, я просто покупаю его для себя. Вот 3 кусочка Нивеи. Нивея мне тоже нравится. Я как-то покупала сначала, да, потом начала покупать Нивею, а потом дальше и дальше, дальше и дальше начала скупать все мыло. У него уже прошел срок годности. Я даже не знаю, где написано. По-моему, не написано. Это не срок годности. Не написано. Такой беленький кусочек. Кремовое мыло. Ну, для меня, мне кажется, что мыло, если не воняет, значит оно не пропало. Я не знаю, некоторые смотрят на дату выпуска, на срок годности. Как вы можете пользоваться мылом, у которого прошло срок годности. Оно как и парфюм, мне кажется, мыло. Если парфюм воняет, что он уже не имеет своего запаха, оно, значит, испортилась парфюмерия. А мыло для меня то же самое. Если оно воняет, значит, оно испортилось. Я просто помылю им руки, помою какие-то тряпочки, но все равно использую, не выброшу. Вот такой Johnson's Baby, тоже беленький. Продолжаем. Позвонили мне. Сбрасываю, все равно звонят. Это мыло с инжиром. Вот такое с крапинками. Наверное, здесь косточки инжира. Но это мыло пахнет не ярко, Мадам Бьюти. Хоть я его еще не пробовала в использовании. Но вот как талия мыла, оно не ярко пахнет. Не могу настроить свою камеру, извините, если. Это тоже с кокосом, я его уже показывала. Это мыло с коллагеном, по-моему. Мыло против старения. Вот такой кусочек. Не чисто белый, но такой вот грязно-белый. В этом году надеюсь, что уже попробую это мыло. Это мыло Черное озеро. Вот такой кусочек. Коробочки у них, конечно, оформление красивое, как и мыло Талия. Нашла еще одну Нивею.
Мыло Pharmacy с экстрактом риса. Я его, по-моему, не открывала. Ну, не буду я его открывать. Извините, конечно. Оно и так старенькое. Сейчас открою, оно еще вспотеет. А я еще выношу мыло. У меня стоит в коридоре в коробках. И там прохладно. Ну, там газовое отопление я отключила в коридоре. А здесь немного жарковато у меня в комнате, поэтому мыло начинает потеть. Мне надо сразу снять, а отнести мыло обратно. Это мыло Ябан Мерсина, по-моему, черника. Беленькое мыло. Здесь девушка нарисована такая симпатичная. Мадам Бьюти с медом. С медом и орехами. Бадем. С миндалем. Вот тоже такое светленькая мылка. Лаванда. Джемиль Фенди. Расклеилась коробочка. Тоже такой цвет. Так, Лейси Кики. Цветочное мыло. Тоже белое. Вообще цветного здесь нет в этих кусочках. Марселье. Это клубника, но оно закрытое. Когда будет открытое, я вам покажу. Еще одно. Это мне дарили. Это цветы апельсина. Тоже беленькая. Это мыло с углем. 150 грамм. Его еще не использовала, но у меня есть такое же мыло с коллагеном, которое у меня сильно текло. Я его взяла в мыльницу. Очень мне понравилось это мыло с коллагеном. Но оно первый месяц, наверное, пока оно лежало в мыльнице, оно так потело, оно прямо текло по мыльнице. Сейчас оно перестало потеть, но действие мне понравилось. Не то, что оно сушит кожу, а вот когда помылишь им лицо, оно вот как-то вот растягивает морщины. Вот чувствуешь, что-то кожа такая становится после нанесения вот крема какого-то от морщин. Так, это он черный кусочек. Ладно, заговорилась. У нас тоже есть халия с козьим молоком. Вот такой кусочек. Срок годности у него до 25 года. Здесь 100 грамм. Это у нас лаванда. Беленький кусочек. Детское мыло 130 грамм. Два кусочка здесь. Видите, разделенные. Еще у нас одна лаванда. Вот, я вам показывала, покупала винтажное мыло Oriflame с алоэ вера и маракуйя. Вкусно пахнет. Так, это что у нас? Это темный сахар. Такой. Ля Дива с органовым маслом. Его уже тоже я показывала. У меня оно есть. В прошлом видео, по-моему, не знаю. Это тоже Черное озеро. Я вам уже его показала. Еще одно с инжиром.
Еще одно с черникой. У меня их было по 2 штучки, по-моему. Это мандарина для Дива. Такой с крапышками. Оно не пропало. Оно такое было. Слабенький запах у них, конечно. Мне нравятся запахи немножко поярче. Такое Мадам Бьюти мужское мыло, как было написано, представлено. Но у него, по-моему, нет вообще запаха. Ну, слабенький такой парфюмированный запах. И вот такая коробочка. Еще одно All Day. Вот у того оторвалась, видно, веревочка, а здесь вот на веревочке оно. Вот такое мыло. Тоже так же пахнет. Нет разницы между ними. Еще такой же. Два кусочка. Это у нас лактан, Франция, мед и лимон. Тоже старенькое мыло. Но я также говорю, что я не думаю, что оно испортилось. Написано, что в 2013 году вышло со срока годности. Но если что, так я использую просто его для рук. Запаха я сейчас не слышу. Он в слюде. Еще одно мыло детское. Макадамия с фундуком, наверное. И мед здесь. Ну, да, есть что-то с медом. Но хоть оно и старое, оно приятно пахнет. Вот тоже винтажное у нас, как считается, вишневое и моча. Симпатичный кусочек. Приятно пахнет. Вот оно вообще не испортилось. С какого оно было года? 12-й год. Но это я понимаю так, что в Oriflame 12-й год, то у него закончился срок годности. Но это мыло я использую для рук. Поэтому с руками, я думаю, ничего не случится. Такое у нас было. Океан. Грейпфрут и еще что-то. Здесь так мелко написано, что я не могу прочитать. Тоже 12-й год. Да, приятно пахнет. Не потеряла свой запах. А вот Discover портится. У него и цвет пропадает, и запах. Эта серия пропадает. Это 13-й год. Но видите, какой у него уже цвет. И запах, конечно, изменился. Оно должно быть, по-моему, голубым, я видела у девочек. Но это испортилось. А вот эта серия нормальная. Лайм и имбирь. Видите, ничего с ним не случилось и пахнет как свежее мыло. Еще Амазония тоже. Нет, у него 15-й год. У меня был такой парфюм и крем у меня был. А мыла еще не было. Ну, тоже он травянистый такой. У него запах. По-моему, оно не испортилось. Dream Soft. 65 грамм. Видите, оно? Я его принесла в комнату. Оно сразу вспотело. Сразу. Беленький кусочек. Не буду его сейчас полностью доставать. У меня сейчас все руки будут мыли. 75 грамм. Oriflame. Это мыло с арбузом. И алоэ вера. Очень приятный у него запах. Но оно уже такое сухое, что оно прямо крошится на стол мне. Вот видите, отваливаются кусочки. Ой, сейчас чихну. Вот такое старенькое мыло. Здесь два кусочка по 50 грамм. 14 год.
Вот такое мыло. Оно тоже поменяло цвет. Начало портиться. Ну ничего, используем в других целях. Не знаю, с чем это мыло. Вот так вот вам покажу. 75 грамм. Приятный запах. Цветы я чувствую. Еще что-то здесь есть. Не знаю, с английским не очень я дружу. Вот такой Discover Citrus Garden. Это, наверное, какая-то цитрусовый сад. Но уже оно не похоже на цитрусовый сад. Оно уже прогоркло. Неприятно пахнет. Это я использую, конечно, я помоем тряпочки какие-нибудь. Найду я ему применение. Так, это я не знаю с чем. Какой-то какао, кофе, наверное. Ну, у этого еще есть запах, но оно уже не пахнет никаким кофе, оно просто цветочное. Кения, Африка, солнечная Африка. Тоже, по-моему, у него изменился цвет. Я не знаю, как оно выглядело раньше. Ну, оно тоже уже прогорклое. С малиной мыло. Тоже очень сухое. Пахнет малиной. Классное. Люблю запах малины. Так, это у нас с кокосом. Приятно пахнет кокосом, но эта серия действительно классная. Буду их использовать в первую очередь, старое мыло. Вот это мыло я купила, когда оно уже в магазине оставалось одно. Оно было полуоткрытое, и оно, как я уже вам рассказывала, это мыло с медом. Оно уже было полупрогорклое. Но его продают не у всех, не во всех маркетах, поэтому я все равно решила попробовать. Можно и на порошок. Но оно мне понравилось, оно в мылении хорошее. Пенка у него хорошая. Вот такой эконом-пакет с органовым маслом. Здесь было 4 кусочка по 150 грамм. Но один у меня сейчас лежит в мыльнице. Вот такой у меня кусочек уже был. Розовый. Не нравится мне его запах. Вот первое мыло, да, у которого мне не нравится запах. Не знаю почему, но мне кажется, какое-то не такое. Это мыло лесевое с персиком. Тоже белое. Джонсонс детское мыло. Приятный у него сладенький запах. Один у меня, он только такой. Люкс желтенький. 85 грамм. Коричневая. Приятно пахнет цветочками. Еще Discover. Не знаю, как его перевести. Осталось еще розовеньким. Но запах у него уже, простите, может размылиться и придет в себя, не знаю. Надо провести такой эксперимент. Ну, такое мыло я сейчас не буду открывать, потому что одно у меня сейчас в использовании. Это 19 год, 75 грамм. Оно внутри коричневое и приятно пахнет орешками. Discover. Оно тоже, наверное, должно было быть голубым, но оно уже зеленое. Это мыло, если кто-то не смотрел, посмотрите видео. Я скупила на интернет-сайте оптом. Это винтажное мыло.
Мне было просто самой очень интересно, как оно выглядит, как оно будет в мылении, оно полностью прогорклое или нет. Вот такой эксперимент у меня. Это мыло с инжиром. Ой, какое сухое, вообще сломалось все. Очень приятный запах. Надо его сразу взять в мыление, пока оно полностью не стерлось в порошок. Тоже старичок. Бразильские орехи. Ну, запах у него не прогорклый, но не очень. Почему-то он мне нравится. Это мыло слива. Красная слива. Тоже беленькая. Как мне сложить все это мыло на столе, не знаю. Это манго-йогурт. Тоже симпатичный кусочек. И заключительный. Эта серия у нас тоже закончилась. Ждите продолжения. Мыла еще много. Есть что посмотреть. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам нравится. Простите, если где-то что-то не так сказала. Заговаривается язык. Ну, на двух языках не просто разговаривать, конечно. Поэтому иногда заговаривать. Хочется сказать и по-русски, и по-турецки, уже голова не работает, короче. Спасибо всем еще раз за просмотр. Встретимся в следующей серии.